Привет, это Лена Бик, я нахожусь в Варшаве, долетела. Спасибо всем, кто интересовался у меня в Инстаграм, спрашивал, где я, как я, потому что действительно, когда я вылетела 4 марта, уже небо над Европой было закрыто, и множество авиакомпаний уже начинали отменять свои рейсы. В этом видео вы узнаете, как проходило мое путешествие, сколько мне пришлось сделать пересадок и, конечно же, самое интересное про стоимость на билеты. Также это видео будет очень полезно тем, кто планирует куда-то лететь. Правда, я не знаю, на данный момент выхода видео еще можно куда-то улететь из России или нет. Недочеты и нюансы, которые я не учла, когда покупала билеты. Мотайте себе на ус, это обязательно пригодится. К сожалению, билеты дорожают с каждым днем, да и вообще, в принципе, улететь сейчас сложно. То есть небо Европы полностью закрыто, и придется лететь через Турцию, а билеты стоят очень дорого. И поэтому мне придется лететь без этого красавчика, хотя мы оформили все документы на котика. Но сейчас чисто для меня билеты стоят 200 тысяч, что уже говорить о том, когда ты летишь с котом. Это дополнительно и ответственность. Вдруг там документы не понравятся, потому что мы готовили только на Польшу. То есть рейс должен был быть изначально прямой из Екатеринбурга в Польшу, а здесь получается через Турцию. Непонятно, какие у них там еще условия. Да и в принципе, представляете, если мне скажут где-нибудь между странами, да, на границе, что ваш код не проходит, извините, и куда мне потом? Кота заберем когда-нибудь в следующий раз. Ну а пока этот красавчик, наш великолепный кот Горош, будет жить у моего брата. У кота Гороша уже полностью укомплектован сухпайок, набор с собой. И вот, собственно, как выглядит кот Горош в паспорте. Сегодня 3 марта, и мне пришла смс-ка, что паспорт с визой готов. Пойду его забирать. Хочу рассказать, как мы искали билеты с Андреем. Как только я забрала паспорт, мы 5 часов искали билеты, и это было просто ужасно, потому что сначала были билеты за 79 тысяч, за 89 тысяч, окей, нормально. Я, значит, пытаюсь их купить, прохожу на оплату, и тут сразу же выскакивает, что, извините, прям перед снятием денег выскакивает сообщение, что этого билета уже нет. Хорошо, ладно, быстро ищем другой билет, находим. Снова оформление. И так буквально раз 31 и то же. Просто не было билета, настоящего билета не было. Я уже потом решила зайти на официальный сайт компании Аэрофлот, посмотреть действительно. 3 марта, 4 марта у них вообще нет вылетов. Совершенно никаких вылетов из Екатеринбурга в Москву. Авиакомпания Уральские авиалинии то же самое. То есть, видимо, был какой-то глюк, либо я не знаю, как работают эти агрегаторы, может, они как-то выкупают какие-то билеты, что они ведь показывают места, якобы есть. И уже осталось на 4 марта 2 билета за 530 тысяч, я приложу скан. Посмотрите, это просто шок. И ладно бы, если они были прямые из Екатеринбурга, допустим. Ладно, типа прямые. Екатеринбург-Стамбул, Стамбул-Варшава. Тогда понимаю, окей, там 530 тысяч, понятно. Но они с пересадками и лететь 2 дня. И это даже не VIP-места, это обычный эконом. Что происходит? 530 тысяч за такие... Блин, я не понимаю, это просто трэш. Я сижу уже 5 часов, и как только не пыталась, и из Челябинска до Варшавы, теперь уже смотрю Екатеринбург, Кёльн, примерно, чтобы 3-4 марта, ближайшие даты, посмотрите, вот один день, 3 пересадки, 117 тысяч с багажом, ну хотя здесь багаж еще нет 23 килограмма, то есть еще придется докупать багаж. Мы реально просмотрели практически все варианты, и тут, я уже не помню откуда, мне попался билет Екатеринбург-Бишкек, Бишкек-Стамбул, Стамбул-Варшава. Всего лишь за 85 тысяч. Это просто неописуемо.
как это дешево, вроде это не дешево, но в данный момент это очень дешевые билеты, самые дешевые практически, можно сказать, билеты. Я начинаю, значит, быстро оформлять, потому что каждая секунда на счету, его может купить кто-то до меня, и на моменте оплаты я вижу, что я в фамилии сделала опечатку, не ту букву написала, то есть Y, а мне нужно было I. То самое чувство, когда 50 раз ты пишешь правильно, заполняешь форму правильно, и последний раз, когда ты уже покупаешь билет, взялась эта опечатка. Но самое главное, что меня обрадовало, что я все-таки купила эти билеты, а уже что там с опечатками, что там с багажом, это уже потом разберемся. Но слава богу, я посмотрела, багаж входит, все отлично, 23 килограмма. Уральские авиалинии и 30 килограмм турецкие авиалинии. Начала разбираться сразу же с опечаткой, еле как дозвонилась в агрегатор авиакассы, позвонила им, сказала о своей проблеме. Они сказали, что попробуйте позвонить через 15 минут, потому что сейчас очень занято. В общем, так намекая, что разбирайтесь сами. В итоге я сама попробовала позвонить в Уральские авиалинии, дозвонилась, мне выслали ссылку на оплату, 500 рублей, чтобы устранить эту опечатку. И успешно устранили, в конце концов. Следующая авиакомпания — это турецкие авиалинии. Я пыталась дозвониться до них с того момента и до сегодняшнего момента. Мне сказали, что нужно отправить письмо, запрос, точнее отзыв, заполнить отзыв, сообщить о своей проблеме. Я это сделала, мне дали специальный номер, выслали мне на почту, чтобы уже они понимали, с каким вопросом я обращаюсь. Опять, значит, я звоню, уже говорю, что я создала запрос, у меня есть этот номер. Мне говорят, что только американская поддержка сможет помочь. В общем, английский язык, либо турецкий язык мне предложили переадресовать мой звонок. Конечно, я выбрала английский, мы поговорили, в итоге мужчина сказал, что извините, ничем не могу помочь, вам просто остается ждать ответа на ваше электронное письмо. И только они смогут как-то вам помочь. В общем, никакая поддержка тут не поможет. Либо уже на стойке регистрации они могут как-то исправить. Но я также читала на сайтах, что если фамилия произносится одинаково, это как бы транслитерация, что буква не та, то в принципе говорят, что ничего страшного. Так что скоро узнаем, как мы решим этот вопрос. Котик горошек, выходи. Ты уже знаешь, Альфира, ты его не боишься. Все, уходим. Погода хорошая, кота оставили. Альфир? Да, Кот? Тема уже у меня. Кот будет жить у моего брата. Он его уже знает, он к нам приходил в гости, они, в принципе, подружились, просто ему осталось привыкнуть к новой квартире. Сейчас 5 часов вечера, 5 часов до вылета. И мне всегда не верится, вот когда я куда-то лечу, мне прям до последнего не верится, пока я не окажусь уже в другой стране, я не могу осознать, что я лечу куда-то. А тем более сейчас, когда я переезжаю, я пока просто не представляю, как это все будет. Конечно, радует, что меня там ждет муж, но огорчает то, что без кота, к сожалению, уже очень скучаю по нему. Вы представляете, вот я записываю это видео, и мне только что мама в WhatsApp отправила, что авиакомпании с 5 марта прекращают зарубежные рейсы. Обалдеть. Сегодня 4 марта, и я, в принципе, успеваю улететь из России.